Не знаю, чем вы там сейчас занимались, но сейчас мы рассмотрим чрезвычайно увлекательный вопрос про эко-стиль и разберем самые оригинальные и актуальные варианты размещения цветов в интерьере. На курсах мы проходим разные стили. На курсе по дизайну для подготовки к ремонту погружаемся в базовые стили, а на про изучаем еще и более редкие стили. А также смотрим, как их миксовать, как создавать целостный образ интерьера и даже как найти и сформировать свой собственный авторский стиль. Но эко-стиль мы там не проходим. И все это потому, что все, кто пишет эти статьи про эко-стиль, сами не понимают, о чем пишут. Чаще всего любители эко-стиля просто переписывают предыдущие статьи об эко-стиле и говорят про единение с природой, обилие натуральных материалов, дерева, и чаще всего это сопровождается картинками с мхом на стенах или с иными вертикальными вариантами озеленения. А еще могут показать комнату с большим количеством горшков с цветами. Но дело в том, что обилие натуральных материалов не является стилевым признаком. Натуральные материалы могут использоваться в любом стиле. И в минимализме, и в ар-деко вы можете заказать шкафы из дерева, и в лофте вы можете использовать не менее натуральный по своему составу бетон и тоже дерево. И в любом из них вы можете добавить растения при желании. Но у ар-деко есть своя узнаваемая и неповторимая геометрия. Про минимализм и его истоки я снимала отдельный ролик. Там тоже есть свои линии и формы. И в лофте есть свой набор признаков и материалов, присущих именно этому стилю. И скандинавский стиль на самом деле с глубокой и далекой историей, развитие которой можно проследить, как и влияние на него других стилей. Но у него все равно есть своя узнаваемость и свой почерк. А эко-стиль появляется сразу, как только на стене размещается мох или в интерьере возникает много цветочков. Нет, растение – это не стилеформирующий элемент, а лишь частичное решение оформления какого-то простенка или угла. До целостного и самостоятельного стиля это, увы, не дотягивает. Так что давайте зафиксируем, что, добавив горшочки с цветочками в интерьер, эко вы его не сделаете и стилистику пространства не измените. Это будет все тот же стиль, просто с растениями. Но раз уж мы затронули тему размещения растений, о которых, к слову, у меня тоже есть отдельный ролик на канале, то вот вам несколько оригинальных вариантов, которые хорошо впишутся практически во все стили. Размещение внутри острова. Для этого нужно будет сделать углубление в столешнице за счет уменьшения основания острова, но это выглядит отлично. Здорово там размещать какой-нибудь базилик или выращивать другие растения, которые можно отщипнуть и сразу добавить к блюду. Можно заказать отдельное подстолье и столешницу в мастерской, чтобы организовать такое же хранение для цветов, но уже внутри стола. И для этого, конечно, хорошо подойдет стол от 6-8 человек, и выдача еды должна происходить более организованно. Также растения можно красиво встроить в фартук или разместить на фартуке вдоль его длинной части. Мои зубы всегда были удовлетворительно белые и сносно ровные. Казалось, мне не нужны никакие элайнеры, но несколько лет назад мой правый челюстной сустав начал ритмично пощелкивать и регулярно побаливать. Оттого я решила это исправлять. Уже год, как я ношу элайнеры и советую их на каждом углу, поскольку поняла, насколько сильно прикус влияет на здоровье и на красоту лица. Пока их никто не замечает, мой неправильный прикус постепенно исправляется, зубы выравниваются, боль в суставе уходит, а улыбка становится все лучше. Но поскольку элайнеры облегают зубы со всех сторон, в моей жизни обострился вопрос гигиены. Сперва я обсессивно-компульсивно чистила и зубы, и капы по нескольку раз в день. И когда мне подруга принесла пачку таблеток Коррега для очищения кап, я была несказанно рада, потому что очищать капы стало гораздо проще. Я просто растворяю таблетку в воде, опускаю туда капу и жду 5 минут. Таблетки удаляют до 99% бактерий, удаляют пятна и восстанавливают естественный цвет капы. В общем, исправляйте прикус, это делает жизнь многократно лучше, и пользуйтесь таблетками Коррега, зубные капы и ретейнеры, которые существенно упрощают гигиену и быт.
Сейчас в интерьерной моде присутствует общеевропейский тренд на низкие кровати, низкие консоли и низкие тумбочки. В них можно органично встроить растения, чтобы ничего не торчало, и цветы были встроены в архитектуру и геометрию пространства. Вообще в интерьерной конституции очень четко прописан запрет ставить растения на пол просто так, как вздумается. Им обязательно нужно выделять на планировке логичное место, особенно если это большой цветок. Если места на планировке квартиры для них нет и спотыкаться о них не хочется, но зелени душа все-таки требует, то помимо размещения растений на стены или подоконники, что многим первым приходит в голову, цветы могут быть в вашем доме и не мешать вашей жизни, например, под стеклянной столешницей журнальных столиков. Ну и вообще, чтобы не спотыкаться об цветы, очень хороший подход – это взять несколько небольших растений и, как бы условно говоря, размазать их по большой поверхности стены. Тогда вы будете и хорошо их видеть, и вам будет удобно за ними ухаживать, и одновременно с этим вы не будете об них спотыкаться. Если вы хотите разобраться, из чего действительно формируются популярные стили, чем отличаются и как определить их и собрать в интерьере с помощью стилеобразующих элементов, а еще как соединять кардинально разные стили в целостную эклектику и даже как сформировать гармоничный визуальный образ без привязки к конкретным стилям, создав какой-то свой авторский интерьер, то обратите внимание на мой курс по стилизации интерьера, ссылка на который будет в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите в колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Всем дизайн!